Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно подклеить подошву на кожаной обуви. Очень неприятная ситуация. Сын пришел в школу, говорит, оторвалось, все пропало. В принципе, нужно бежать к сапожнику, но мы попытаемся все сделать сами. Подошва оторвалась не полностью, примерно на 50%. Для приклеивания подошвы подойдут многие клеи. Это может быть клей Момент, Найрит или Дисмокол, которым я буду пользоваться. Этот клей хороший, проверенный временем. Я его использовал на рыбалке, когда прорвал лодку ПВХ. Очень хорошо мне помог. Кроме клея, нам понадобится кисточка, желательно пожестче, чтобы хорошо размазывала клей. Наждачная бумага, единичка или двойка, покрупнее. Растворитель, чистая тряпочка и обычный фен для волос, который можно ждать у женщин. Сначала необходимо проверить, как держится подошва дальше. Немножко потянуть. Если она не отрывается дальше, то можно не отрывать. Если же она держится еле-еле, то придется отрывать всю подошву и приклеивать ее заново. Обувь должна быть помытой и сухой, и только после этого можно приступить к приклеиванию подошвы. Теперь необходимо удалить кусочки старого клея, которые остались на подошве и на коже. Для этого, используя наждачную бумагу, короткими движениями начинаем очищать. Очень осторожно. Можно воспользоваться специальной насадкой на дрель, с помощью которой будет легче пройтись и почистить этот клей. Вот он прям кусками отпадает. После снятия старого клея оказалось, что обувь это не кожаная, а из кожзаменителя. И верхний слой, который отошел от кожзама, ушел вместе с клеем, который держал эту подошву. Вот здесь видно, что оторвалось от того, что верхний слой отслоился от кожзама. Но это ничего, потому что именно клей Дисмокол хорошо подходит для склеивания даже изделий из ткани. После чистки необходимо тщательно удалить пыль, которая осталась от старого клея. Я для этого использую обычный пылесос, но можно использовать и компрессор. Теперь с помощью чистой тряпочки и растворителя необходимо снять грязь, которая осталась здесь, и все жиры, которые помешают склеиванию. Слегка обмакиваем, начинаем протирать. Здесь очень много грязи. Вот видно, что сколько ее остается на тряпке. Открываем клей и наносим его по всей площади обоих частей, как резиновой, так и матерчатой. Размазывая все, втирая поверхность кисточкой, чтобы не было нигде пропусков. Здесь поверхность матерчатая, поэтому придется сделать два слоя, для того, чтобы клей хорошо пропитал эту поверхность матерчатую. Обувь у нас глянцевая, поэтому можно ничем не защищать этот глянец, потому что он потом легко очистится. Если же обувь нубуковая или матерчатая, то необходимо наклеить какой-нибудь здесь скотч, для того, чтобы клей не попал на лицевую поверхность обуви. После нанесения клея осталось подождать 15 минут до полного его высыхания. Момент высыхания определяется с помощью пальца сухого, который подносится к клею, и если он не липнет, то клей уже сухой. Для того, чтобы изделия раньше не склеились по положенному времени, используем подручные материалы, гвоздь или шуруп, который вставляем между двумя поверхностями. Таким образом. Подождем 15 минут и нанесем второй слой клея. У меня прошло 10 минут, и клей уже не берется к пальцу.
теперь необходимо нанести второй слой клея. Сейчас прошло 15 минут, и теперь нам понадобится фен. Фен необходим для того, чтобы активировать клей, и две поверхности склеились. При склеивании данным клеем существует две методики – горячая и холодная. Горячая – это как делаю сейчас я, холодная – это когда наносится клей, на обе поверхности выдерживается 2-3 минуты и приклеивается, пока клей еще не полностью высох. Сейчас же прошло 15 минут, клей уже не имеет запаха, на ощупь не прилипает, и слегка поверхность стала мутноватая. Это говорит о том, что склеевые поверхности готовы для разогрева. Не убирая распорку, начнем разогревать. Фен включаем на полную мощность, но регулируем подачу воздуха, чтобы не поплавилась подошва. Можно нагревать, конечно, на газовой или электрической плите, но у меня есть фен, и им пользоваться удобнее. Нагревать поверхности необходимо около 40 секунд, для того, чтобы поверхности стали липкие. Признаком того, что поверхности нагрелись, будет то, что клей стал прозрачным. После этого необходимо моментально снять распорку и соединить обе поверхности. И сразу же прижимаем обе поверхности. Теперь необходимо их очень сильно сжать. Необходимо хорошо продавить поверхности по периметру подошвы. После такого ремонта осталось подождать 10 часов, и после этого их можно одевать на ноги. Если же вы будете клеить холодным способом, то необходимо подождать сутки до полного высыхания клея. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как можно своими руками приклеить подошву на детскую обувь. Это делается просто при наличии желания, терпения и умелых рук. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии, подписывайтесь на канал. Будьте с нами. Всем пока!